подошли к школе, сейчас утро, мы покушали и решили заново в нее залезть. Идем, как в старые добрые времена, с солнечными батарейками. На ходу пытаемся заряжаться от солнца, потому что все уже село немилосердно. И телефоны, и банки, и стабилизатор. Я уже из стабилизатора выкачал всю энергию. Камеры посадились, и, квадрокоптера батареи посадились. Все посадилось, короче говоря. Вот. На этот раз мы полезем уже, конечно же, не через окно, потому что мы нашли нормальные входы. Вот. Школа при свете дня. Ну, на самом деле она производит, конечно, сразу впечатление, просто своими размерами, а при свете дня это впечатление еще усиливается. Ну, как бы просто ее лучше видно. У меня осталось немного батареи на квадрокоптере, я попытаюсь еще ее облететь, показать ее вам с высоты птичьего полета. Вот. А пока что заходим внутрь. Вот такой вот залазик здесь, такой вот вход. В полу дыра, естественно, даже без этого. И, конечно же, метка вот анархо-вандальный отряд. Причем, ну вот, как вам сказать, так, чтобы вы меня правильно поняли, братцы. В общем, следы присутствия этих ребят, они видны здесь повсюду. Ну, как бы вот, понимаете, трэш и дестрой. Трэш и дестрой. Вот. То есть приложить усилий, и эту школу можно было бы сделать так же, как мы сделали класс в селе Красно. Вот. Но нашими усилиями, меня и Лены, двух человек, я не знаю, тут надо неделю провести, наверное, вот, чтобы привести все в божеский вид. Пока что это выше наших возможностей. Это класс гражданской обороны. Он тоже разгромлен, вот, но очень многое сохранилось. Очень многое сохранилось. Вот, и по-прежнему радует глаз. Масса противогазов. Их вытащили вот отсюда. Вот, видите? Здесь был склад. Вот там вот стоит шкаф. Вот этот шкаф, вот он. В этом шкафу раньше хранилось охолощенное оружие, как я себе понимаю. Ну иначе зачем было бы, если бы там хранились деревянные муляжи, зачем их надо было бы хранить за решеткой раз под замком, потом за дверью, потом здесь есть вот такая вот кнопка сигнализация, смотрите. Понимаете? Настолько все серьезно. Кнопка сигнализация. И сам шкаф еще на замке. И железный. Он металлический, этот шкаф. Сейчас я попробую показать внутри. Вот подставки для оружия. Вот сюда с стволами вверх он стоял. Плакаты по гражданской обороне крутейшие. Вот смотрите. Вообще, советский воин, гражданин, патриот, интернационалист. И здесь масса плакатов. Смотрите, сколько их тут. Вообще целая стопка. Смотрите, целая стопка плакатов. Но это просто мечта. Конечно. 20 штук вот их здесь. Вот, 20 плакатов. Комплект из 20 фотомонтажных плакатов. Лена, зацени. Тут целая стопка, целый вот комплект просто, смотри. В каком состоянии, посмотри, в идеальном состоянии вообще. Вообще круто. Вот это крутой желтый, мне очень нравится. Такие цвета. Да, там еще парашюты. Это вот как какой-то космонавт. Видимо, после армии пошел в космонавты. В боях закаленный. Значит, можно доверить ему даже космос. Очень круто. Это, видимо, тоже какие-то плакаты. Ого, они гигантские вообще. Они просто гигантические. Вот здесь плакаты, смотри. И тоже их дофига вообще. Какие хочешь.
Понятно, это плакаты по строевой службе, типа информационные плакаты вот такие. Как брать оружие из положения на ремень, за спину, оружие за спину в 2 приема, автомат из положения на ремень, на грудь. Блин, классный класс на самом деле. Его можно было бы отлично сделать из него музей. А это, друзья мои, класс биологии, химии, анатомии. Это можно видеть и по плакатам в том числе. Вот видите, класс рыбы, зовнішня будова, внешнее строение. Вот строение, внутреннее строение лягушки. Конечно, все имеет уже такой вид здесь. Вот районы радиоактивного заряжения, смотрите. А это вот по химии уже плакаты. Вот такой вот стенд пластиковый. Вот зародыши различных позвоночных. Кролик, ящерица, рыба, человек. Человеку вот надо было, конечно же, дырку сделать в голове. Обязательно. Искусственное разведение рыб. А вот смотрите, это же вообще круто. Их много здесь. Смотрите, какие хочешь. Вот разные цветы. Вот акация. Такие как бы учебно-методические пособия. Раздаточные вот. Доска, естественно, исписанная всеми, кто здесь был. Ленин в Самаре. Вождь и учитель. Небось, тоже Ленин. Ну, как бы, кто же еще, как не он? Сейчас пойдем в подсобку. В подсобку учительскую. В детстве, помните, самое вот это вот место, куда все хотели, вот было всегда интересно попасть, вот в эту подсобку учителя химии. Здесь куча всего вообще. Всякие реагенты, вещества. Такой стол еще древний вообще. Смотрите, эта штука типа, ну когда-то она опускалась и поднималась, сейчас она уже, конечно, не особо опускается. А, она заблокирована банкой. Вот тут банка стоит с каким-то веществом. Это сода, по-моему, натрий там написано. Вот небольшая библиотека была его. Ну, я так понимаю, здесь не столько библиотека, сколько лежали тетради для проверки. Ну, если надо было там, да, проверять тетради, даже было куда-то складывать. Учебники, методические пособия. Очень многое валяется под ногами, конечно, это меня немножко беспокоит. Мне всегда неприятно ходить по книгам. Но иногда я просто бессилен. А вот смотрите, остатки набора «Юный химик». Теперь мы пришли в кабинет географии. Вы просто оцените масштабы, братцы. Посмотрите, сколько здесь карт всевозможных. Если вы смотрели видео, как мы делали музей в селе Красно, вы помните, в каком состоянии там были карты. Просто в ужасном состоянии. Вот. И у меня есть такая мысль взять одну карту отсюда, здесь их просто очень много. Вот. Одну взять отсюда и повесить там, в Красно, в той школе, потому что ну, там карты просто рассыпаются уже. Вот смотрите, какие карты. Ну просто в идеальном состоянии. Как будто только что с завода она. Вот смотрите. Просто в идеальном состоянии карта. Вот тут только на краях чуть-чуть вот обтрепалась. И то с обратной стороны, не со стороны рисунка. Карт очень много. Какие хочешь. Вот камни. Различные минералы. Разложены аккуратненько. Ну, уже не очень аккуратненько, но были когда-то очень аккуратненько. А вот смотрите, видите, различные типы ландшафтов. Видимо, эти камни, они были вот в шкафчике специально. Их оттуда
вынули и разбросали нехорошие люди. Так, вот 16-й год. Гавриленко 3 человека. 2011 год. 2008 год. 8 год. Да, однако. Какие цвета на карте. Вы посмотрите, братцы, какие цвета яркие. Я в шоке просто. Не выцвело за столько лет. Такие цвета остались на ней. Я удивлен, как их тут не спалили. Ну, потому что в клубе деревни Машева книги полили. Спалили целую библиотеку. Мы с вами уже находили место этой дурной славы. А здесь вот, как я вижу, ну, многое осталось. Очень многое осталось. Правда, вид имеет, конечно, все это очень удручающий. Зацените, какой кувшинчик. В этом же кабинете географии прошел немножко дождь, и сразу протекает крыша. Вот все капает. Вода. Вообще некрасиво это все выглядит, блин. И вот так вот школа медленно погибает. Вот этих всех карт скоро просто не останется. Они начнут плесневеть, гнить. И это грустно, конечно, и печально. Потому что, ну вот на окне сплошная уже плесень, мох растет. Вот такого вот мрачного вида этот мох. Прогнил пол. Ну, постоянно же капает вода, и пол в этом месте прогнил. Все это, конечно, выглядит стрёмно. И вот такое вот сквозное отверстие прямо в небеса.